Привет, друзья! Вы на канале Карева Жизнь на Кипре. Сегодня я для вас хочу снять видео и рассказать о 8 главных фактах на Северном Кипре. Я пришла в такое красивое, замечательное место, чтобы вы ощутили и увидели красоту Северного Кипра и послушали эти факты. Итак, приступим. И начну с того, что все эти факты вы знаете. Но вдруг кто-то пришел новенький на мой канал и хочет узнать самые главные факты о Северном Кипре. Что же это за такое государство? Итак, факт номер 1. Северный Кипр – это непризнанное государство. Только Турция признает Северный Кипр. А почему? А потому что мы пролистаем историю и узнаем, что в 1974 году на Кипре произошел конфликт и между турко-киприотами и греко-киприотами. И они приняли такое решение разойтись. Греко-киприоты заняли южную часть Кипра, которая входит в Евросоюз, а северную часть Кипра заняли турко-киприоты, которые не входят в Евросоюз и никем, к сожалению, не признается в мире. Но я думаю, это временно. И в скором времени узнают как можно больше людей о такой прекрасной стране, увидят сообщество, увидят прямо на высоком мировом уровне правителей о том, что на Северном Кипре все хорошо, так же, как в других странах, не хуже ни капельки, даже лучше. Здесь есть своя армия, образование, министерство, здесь люди живут счастливо, у них есть свои законы, и здесь очень комфортно жить, и очень много людей сейчас эмигрируют на Северный Кипр. На это все посмотрят и признают Северный Кипр. Факт номер 2. На Северном Кипре есть столица Лифхоша, и это единственная в мире столица, это единственный в мире город, который разделен пополам. Одна часть города называется Никосия, и она относится к Южному Кипру, и вторая часть города называется Лифхоши, и она относится к Северному Кипру. Вы представляете? Один город разделен на две части, так мало того, что он разделен, он еще на два разных государства разделен. Вот такой факт. Лифхоша находится в середине острова, там температура воздуха на 2, 3, 4 градуса выше. Я вам рекомендую, если вы будете на Северном Кипре, съездить в Лифхошу, там неплохой шопинг, там магазины, деловые центры, бизнес-центры. Там такой деловой центр Северного Кипра. Люди, которые хотят приехать на Северный Кипр с целью работы, то пусть рассмотрят такой город, как Лифхоша. Факт номер 3. На Северном Кипре практически нулевая преступность. Она практически отсутствует. Да, это правда. И очень мало стран, которые могут похвастаться таким вот замечательным фактом. На Северном Кипре отсутствует угон автомобилей. Мы здесь живем на чили, расслаблены полностью. Мы не бдительны. Мы спокойно оставляем телефоны в ресторанах, сумочки, уходим в уборные. Не
не закрывают люди кабриолеты, не поднимают окна в автомобилях, не закрывают двери на ключ, немножко могут прикрыть окна, а могут и не прикрыть, и можно в квартиру, ну, и вообще, кстати, нету у киприотов такого понятия, как забор. Если вы идете вечером и двери распахнуты, нету забора, то вы знаете, что в этом доме, в этой вилле живут киприоты. Здесь молодежь может передвигаться спокойно и днем, и вечером. Мы спокойны за своих детей. Здесь приезжают студенты учиться, их родители спокойны, потому что они видят, они знают, что на Северном Кипре очень безопасно. Если какие-то возникают моменты, мы вроде бы не видим полицию, но она очень быстро реагирует, там депорт, тюрьма. На Северном Кипре, кстати, открыли новую тюрьму. Здесь все очень четко. Итак, факт номер 4. На Северном Кипре официальная валюта турецкая лира. Да-да, хоть это и Северный Кипр, это отдельное государство, валюта здесь турецкая лира. Так как Северный Кипр находится под юрисдикцией Турции, то все расчеты производятся в турецкой лире. Но также, если провести аналогию, например, с Беларусью, то все цены на недвижимость, на автомобили в Беларуси у нас в долларах, а на Северном Кипре английский фунт стерлингов. Так как Северный Кипр – это бывшая британская колония, то мы за образование в британских школах, за автомобили, за недвижимость мы рассчитываем в английских фунтах стерлингов. Но вы не бойтесь, на Северном Кипре ходит также и евро, и доллар, и фунт, и вы сможете в любом ресторане, в любом магазине, в любом торговом центре рассчитаться этой валютой. Также можете воспользоваться обменниками, которых очень много, и разменять на лиры. Факт номер 5. На Северном Кипре нету прямых рейсов с третьих стран. Здесь летают самолеты с пересадкой в Турцию. Только турецкие авиалинии могут привезти вас на Северный Кипр. Это небольшой минус, я вам скажу, потому что многие люди пугаются, но вы не бойтесь. Всего час от Стамбула, час 20, и вы оказываетесь на Северном Кипре. Как я говорила в предыдущих роликах, уже министр транспорта поднял вопрос о том, чтобы перелеты с Турции на Северном Кипр сделали внутренним рейсом, не международным, а внутренним. Снизится стоимость и увеличится количество рейсов. И вы погуляете по красивому аэропорту Стамбула и спокойненько прилетите на Северный Кипр за меньшие деньги. Есть 3 способа прилететь на Северный Кипр. Как я сказала, это через любой аэропорт Турции, Анкары, Стамбула, Анталии. И вы прилетаете в аэропорт Эрджан. Кстати говоря, сейчас
сейчас построился современный, очень красивый аэропорт. И в скором времени он будет открыт. Второй способ. Если у вас наличие шенгенской визы, то вы можете прилететь через Южный Кипр. Спокойно перейдя по переходу или проехав на автомобиле, вы оказываетесь на Северном Кипре. Но в этом есть свои минусы. Если у человека есть ВНЖ, и он может на Северном Кипре находиться год, то по шенгенской визе, по правилам шенген-зоны, если у вас мультивиза, то вы можете находиться не более 90 дней в полугодии. Также вы можете сделать провизу и прилететь на 30 дней через Южный Кипр к нам на Северный Кипр, перейдя через переход. И третий способ, вы можете приплыть на Северный Кипр. Лето, очень романтично, представить, что вы в круизном лайнере в городе Таджушу турецком, вы сядете на паром, и через 2 часа вы окажетесь в нашем прекрасном городе Гирне, или Кирени, греческое название. Паромы ходят каждый день, комфортно. Если вы хотите плыть с автомобилем, то вам нужен грузовой паром. Он ходит через день. Там есть летнее время, зимнее время. Нужно уточнять на сайте. Вы сможете приплыть на пароме, купив себе каюту, поспать, потому что паром грузовой плывет 8 часов. В общем, друзья, было бы желание на Северный Кипр, на наш прекрасный солнечный остров, вы можете попасть легко и просто любым удобным для вас способом. Сейчас, 1 июня, отменяют все ПЦРы, сертификаты, отменяют ГВНДКалы и прочее, прочее, прочее. В общем, к нам поехали туристы. Ура! Итак, факт номер 6. На Северном Кипре левостороннее движение. Следовательно, все автомобили с правым рулем. Так как Северный Кипр – это бывшая британская колония, то здесь сохранились как раз-таки многие примочки из Англии. Это не только движение по левой стороне дороги. Также вы увидите дорожные знаки, на котором будет написано 65, 75. Это потому что единицы измерения в британских милях, а не 60 и 70. Также вы, когда будете сдавать на права, кстати говоря, для белорусов и казахов нужно через 3 месяца после приезда, как вы получите ВНЖ, вам нужно обязательно поменять права. Вы должны отучиться в автошколе месяц-два, сдать экзамены. Россиянам, украинцам это не надо. Мы, кстати, видео на эту тему снимем обязательно в ближайшем будущем по автомобилям, правам и прочее. Кстати, Андрей отучился, принимали права на английском языке, можно выбирать на английском, на турецком. В общем, вы сдаете экзамены по британской программе 1971 года, представляете? И некоторые движения на дороге, которые нужно совершить, вас даже введут в недоумение. Там есть такой разворот задом, передом, боком, который даже небезопасный. Но вот такие правила, и вы должны, кстати, и выполнить обязательно, если хотите получить местные права. Но не стоит переживать о том, что вам сложно будет перестроиться. Местные водители очень лояльные, они вас всегда пропустят, они вообще не сами могут остановиться посреди дороги, поздороваться, поговорить. Маршрутчики — это вообще отдельная история. Такое ощущение, что они работают в колл-центре, у них просто телефоны не выключаются, там курят, сидят, могут... Мы ехали с моей свекровью, маршрутчик остановился, пошел себе чай взял в кафешке. В общем, здесь свои правила, свои законы. В основном водители маршрутных такси киприоты, ну, может быть,
турко-киприоты, могут быть турки, ну, в общем, местные люди, которые давно здесь живут, и у них свои законы. И если они вам нравятся, то вы их принимаете, вы тут остаетесь и живете. Если не нравится, то не нравится. Кстати, хочу заметить, что арендованные автомобили очень часто попадают в аварию, поэтому этот бизнес, он вот в этом плане, вот именно из-за этого считается не совсем такой надежный, не совсем рентабельный, потому что разбивается очень много арендованных автомобилей. И из-за того, что люди не привыкли, садятся за руль, выезжают на встречную полосу, не могут рассчитать вот это расстояние, въезжают на бордюры, куда-то врезаются, когда немножко тут есть эти особенности, поэтому вы не переживайте, но будьте очень внимательны. Следующий факт. Стоимость на недвижимость на Северном Кипре одна из самых дешевых на Средиземноморье. Если взять в среднем стоимость недвижимости во всех странах, которые расположены на курортах, на Средиземном море, сопоставить инфраструктуру, качество недвижимости, то вы будете приятно удивлены тем, что Северный Кипр сам занимает первое место. И не просто так журнал Forbes в 2021 году оценил Северный Кипр и опубликовал, что это самый лучший инвестиционный проект в мире. Именно район Эскиле. Но с каждым днем из-за того, что стоимость стройматериалов увеличивается, электроэнергии, также обесценивается валюта, рабочая сила дорожает, естественно, недвижимость дорожает. А также, конечно же, стоимость недвижимости зависит от спроса. И на Северном Кипре спрос превышает предложение. Еще не построившиеся объекты, еще только выходит проект, и сразу же его скупают. И таких очень много примеров. Поэтому поторопитесь те, кто хочет приобрести недвижимость на Северном Кипре для отдыха, для дачи, для жизни, для сдачи в аренду, для перепродажи. У каждой недвижимости есть своя цель, свой район. Пролистайте мои видео, я рассказывала про районы, какой район, для каких целей, описывала эти районы, потому что вы не были на Северном Кипре многие, и только по нашим YouTube-каналам, моему каналу, других блогеров вы можете вообще, у вас уже... Кстати, некоторые приезжают, и они здесь как дома, говорят, а мы тут уже все знаем, мы из ваших видео, из других видео уже, других ребят видео, мы уже тут все знаем, и рестораны какие дорожки. В общем, они знают. Мы очень рады, что вы можете виртуально оказаться вот в таком прекрасном месте, вот на таком прекрасном острове. И последний факт, который я считаю очень важный, я скажу, что Северный Кипр – это не место для зарабатывания денег. Наоборот, сюда приезжают люди с деньгами, здесь их тратят. Здесь нету больших производств, это не Москва, это не Киев, Минск, не крупные города. И любой бизнес здесь не будет так развит, как в больших странах. Поэтому с работой здесь, говорю, туго. И если вы привыкли к определенной работе, то вы можете здесь ее не найти.
найти, потому что ее здесь просто нет. Итак, друзья, я вам рассказала 8 важных фактов о Северном Кипре. Если у вас есть еще факты, то вы, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне очень важно, какой факт, очень важная особенность, изюминка Северного Кипра, которую я упустила. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и пишите в комментариях ваши вопросы, отзывы. И, конечно же, прилетайте на Кипр. У нас прекрасная погода, море с каждым днем все теплее и теплее. Я вас жду. Пока-пока.